Всем привет, друзья! Рад вас видеть на канале. Хочу сразу начать с отличной новости. В телеграм-канале осталось всего 70 человек до первой 1000 подписчиков. И как только наберем, сразу запускаем розыгрыш сертификатов с игровой валютой. Да-да, донат за подписку звучит как честная сделка. Если вы никогда не вкладывали в игру, это может стать вашим первым донатом, но уже не из вашего кошелька. А если вы уже донатите, ну что ж, лишняя игровая валюта еще никому не мешала. Будет приятный бонус. И еще одно. До 2000 подписчиков на YouTube-канале не хватает всего 150 человек. И как только доберем их, будет еще один розыгрыш с не менее крутыми призами. Так что поддержите канал подпиской, подпишитесь на Telegram и, возможно, вы сорвете удачу. И, конечно же, не забывайте подписываться на YouTube канал, так как контент снимаю в первую очередь именно для вас. Ну а теперь к основной теме видео. Как ни странно, но мне довольно часто пишут в личные сообщения с вопросами, на какие ресурсы я доначу в игре. Видимо, что многим действительно это интересно, как я распоряжаюсь своими вложениями и почему я считаю это оправданным. Поэтому я решил записать для вас подробный ролик, посвященный теме доната и моего личного подхода к нему. Прежде чем перейти к сути, хочу подчеркнуть одну важную мысль. Донатить в игру или нет – это исключительно ваше решение. Никто не имеет права навязывать вам, как тратить свои деньги. Но при этом стоит понимать, что у каждого из вас есть свои интересы, свои увлечения и свои хобби, на которые вы готовы тратить время и средства. Кто-то увлекается автомобилями и вкладывает деньги в тюнинг, обслуживание или аксессуары. Кто-то с головой уходит в рыбалку, покупает удочки, снасти и экипировку. Кто-то предпочитает путешествовать и не жалеет средств на новые впечатления. А кто-то, как я, получает удовольствие от игр и инвестирует в них. И в этом нет ничего странного либо осуждающего. Это просто выбор, отражающий индивидуальные интересы. Донат – это не обязанность, а возможность. Возможность ускорить процесс, усилить персонажа, открыть доступ к редким ресурсам и событиям. И, что важно, получать от процесса больше удовольствия. Но это не значит, что без доната в игре делать нечего. Наоборот, есть немало примеров, когда ребята без единых вложений, за счет терпения, грамотного планирования и активного участия в ивентах добиваются отличных результатов. Они умело копят ресурсы, рассчитывают каждый шаг и занимают высокие места в рейтингах. И я искренне уважаю такой подход. Тем не менее, донат – это, скажем так, ускоритель. Он не делает из игрока профессионала, но дает определенное преимущество в скорости развития и доступе к контенту. Именно поэтому я сам периодически вкладываюсь в игру. Сегодня я расскажу вам, на что именно я доначу, почему выбираю именно эти направления и как стараюсь оптимально использовать свои вложения. Повторюсь, у каждого из вас своя стратегия, свой стиль игры и, конечно же, свой бюджет. Но раз вы интересуетесь, я постараюсь поделиться своим опытом и максимально честно и подробно постараюсь вам все объяснить. Возможно, это поможет вам сориентироваться и принять собственное решение, стоит ли донатить, когда и на что. Что касается меня, то до третьего-четвертого поколения героев я абсолютно не донатил в игру. Если я не ошибаюсь, то первая покупка моя была к третьему поколению. Это покупка Марша. А потом уже, когда я начал более детально вникать в игру, мой бюджет начал увеличиваться. А с появлением YouTube-канала он стал еще больше, так как мне необходимо для вас выпускать контент. На основе последних пару месяцев я сделал просчеты, и в среднем я посчитал, что я трачу от 50 до 100 долларов в месяц. Вы должны понимать, что я не считаю сильным игроком в своем новом государстве, чуть выше среднего. Но это все равно мне позволяет получать свой кайф от игры. И сегодня я объясню, какие вещи я беру в обязательном порядке каждую неделю, а какие вам советую взять на начальных этапах игры. Теперь давайте разберемся, что стоит приобрести на начальных этапах игры тем, кто только начинает свой игровой путь. И для этого я сейчас перейду на свой аккаунт фермы. Одной из первых и наиболее полезных покупок на начальном этапе игры, на мой взгляд, является покупка шестого марша и очереди строительства. Очередь марша – это без преувеличения обязательный элемент для комфортной игры. Он значительно расширяет ваши тактические возможности. В игре есть множество событий, такие как Медведь, Безумный Джо, Рудник Ледяного Огня и другие, в которых максимальное количество маршей напрямую влияет на ваш результат. Наличие шестого марша позволяет эффективнее собирать ресурсы, атаковать врагов и участвовать в ивентах. Без него сложно добиться высоких показателей, особенно на старте. Очередь строительства – это вторая важная покупка, где вам предоставляется набор с дополнительной очередью строительства. На ранних этапах игры, до 30 уровня топки, она особенно полезна. Вы можете параллельно развивать сразу несколько зданий, что значительно ускорит ваш прогресс. Да, вы можете открыть дополнительную очередь за 1000 алмазов на 48 часов, но делать это постоянно невыгодно. В долгосрочной перспективе вы потратите десятки тысяч алмазов. Покупка набора с постоянной очередью строительства поможет вам сэкономить ресурсы и ускорить развитие. Следующий обязательный набор, который я считаю, это фонд рассвета. Это уже более дорогой пакет, но он себя оправдывает.
В итоге вы получаете 200 тысяч алмазов и различные бонусы, что дает вам сильный старт и массу преимуществ. Я лично приобрел этот фонд, чтобы прокачать свой VIP-уровень за алмазы и получить возможность ежедневно забирать один мифический осколок. Так как я напоминаю, что за VIP-уровень 7 у вас есть возможность получать один общий мифический фрагмент героя. А на начальном этапе игры это очень ценно для долгосрочного развития аккаунта. Помимо этого, как вы все прекрасно знаете, что при первой покупке в игре вы получаете специальный набор с героем Натальей. В дальнейшем ее можно прокачивать через приобретение VIP-наборов. По такому же принципу вы можете приобрести героя Джеронима. Важно помнить, этих героев нельзя прокачивать с помощью обычных мифических фрагментов героя. Они улучшаются только благодаря покупке VIP-наборов. Лично я не приобретал VIP-наборы, так как такие траты мне не по карману. Однако, если вы планируете вкладываться в игру и хотите получить максимум от этих героев, то, на мой взгляд, более выгодным будет Джеронимо. Почему? Потому что этот герой остается актуальным даже в более поздних поколениях, в частности в 8-м поколении, где играю я. Его часто используют в событии «Медведь» в роли пехотинца, и он отлично справляется со своей задачей. Кроме этого, при покупке героев вы получаете бонусы ко всем войскам. От Джеронима вы получаете увеличение смертоносности и здоровья ваших войск, а от Натальи вы получаете повышение атаки и защиты. Лично я не прокачивал Наталью и даже не открывал Джеронима. Но если в будущем появится возможность приобрести Джеронима по более доступной цене, я обязательно это сделаю. Ведь на 4 звездах он становится отличным помощником в таком как событии «Ловушка на медведя» и, конечно же, в PvP-сражениях на ранних этапах развития. Что касается моих еженедельных покупок, то я начну с самой первой и, на мой взгляд, самой полезной. Это преимущество недели. Каждую неделю вы можете выбрать один из наборов. Лично я покупаю карту преимущества снаряжения губернатора. И в редких случаях я беру набор с талисманами. Я понимаю, что может кто-то из вас сейчас сказать: у тебя наполнение набора лучше, нам невыгодно брать этот пакет. Ребята, я это прекрасно понимаю. Да, объем ресурсов и бонусов зависит от поколения, в котором вы играете. Но я не могу подстроиться под каждого из вас. Поэтому я рассказываю исключительно из своей игровой практики, на своем этапе развития. Этот набор я советую приобретать вам по воскресеньям, и позже объясню почему. Следующая покупка – это пропуск разведки на месяц. На самом деле, это неплохое накопление на моем этапе игры, а покупка за данную сумму, я считаю, полностью себя окупает. Этот набор доступен раз в месяц, так что я буду брать его сегодня. Следующее – это героический рейд. Честно, я не понимаю, чем игроков привлекает этот набор. Он стоит дороже, а что вы получаете взамен? 20 осколков героя, немного огненных кристаллов и компонентов опыта. Ну и, конечно же, алмазов. Даже на моем этапе игры, а возможно и того меньше будет на вашем этапе, это очень слабое предложение. Я никогда не покупал героический рейд и не советую вам. Если у вас другое мнение по этому поводу, напишите в комментариях. Интересно будет почитать. Возможно, кто-то нашел в этом пакете скрытую выгоду. Что касается набора «Войди и получи», то я его беру в редких случаях, когда параллельно необходимо закрыть какое-то мероприятие, где за покупку любого набора вы получаете награды. Так что не забывайте, что помимо 5-баксового набора вы можете брать данный набор для экономии ваших средств. Следующий набор – это сокровище ремесленника. Этот набор появляется с пятницы по воскресенье и для меня является обязательной еженедельной покупкой. Почему так выходит? Потому что он содержит хороший набор ресурсов для улучшения снаряжения губернатора. На моем этапе игры такие материалы особенно ценны, а соотношение цена-качество у этого набора отличное. По такому же формату работает набор с талисманами губернатора. Этот набор доступен по такому же принципу, что и сокровища ремесленника. Появляется данный набор в начале недели, и я покупаю их реже. И причина простая. В игре достаточно много ивентов, где можно получить талисманы бесплатно. Например, Солнечный замок, Рудник Ледяного огня и другие. Так что в этом случае я стараюсь экономить, если уж их и беру, но только тогда, когда действительно не хватает конкретных материалов. А что касательно сокровища ремесленника, которого вы сейчас видите на экране, то я его беру в обязательном порядке каждую неделю. Что касается следующих наборов, такие как рассветный рынок, либо персональный сундук питомца, то я его игнорирую. У меня табу на покупку пакетов с питомцами, компонентами опыта, либо камней эссенции. Что касается набора с усилением снаряжения, в данном наборе вы можете приобрести виджеты, то я его пропускаю и никогда его не брал. Позже объясню почему, так как есть неплохая альтернатива. Следующие два набора я тоже пропускаю. Не вижу в них смысла. Разве что в сделке дня я могу очень редко взять пакет за $1, чтобы закрыть параллельно какое-то мероприятие от администрации,
где необходимо купить какой-то пакет для получения различных наград. Что касается еженедельных и ежемесячных карт, то в данном меню обязательная покупка для меня – это карта фрагментов Кристалла Огня на неделю. Я относительно недавно начал активно заниматься получением войск 11 уровня, так что теперь это является моей еженедельной покупкой. Что касается Кристаллов Огня, которые находятся ниже, то я их не беру, так как если сравнить их в разрезе перевода на фрагменты Кристалла Огня, то первый вариант для меня более оптимальный. Другие наборы я игнорирую в данном меню. Лично для себя не вижу выгоды. Я один раз, пару месяцев назад, использовал ваучер для покупки данного набора, чтобы получить небольшое количество очков VIP, алмазов и активация VIP статуса на 30 дней. И больше я не приобретаю данный набор, так как лично для себя считаю, что нет смысла в нем, тем более по цене $12. Но опять же, я выражаю сугубо свою точку зрения. Что касается обычных наборов, то единственный пакет, который могу посоветовать вам в данном магазине, это покупка набора тайных жетонов. Данные жетоны вы можете использовать в игровом магазине. Как я вам показывал ранее, если вы приобретаете пакет за $5, то вы получаете 5 виджетов, согласно вашему поколению. А если вы будете брать пакет из данных жетонов, то вы их получаете в количестве 2500 штук. Тем самым вы можете приобрести порядка 10 виджетов в текущем магазине по скидке. Но лично я так не делал. Это так, на заметку тем, кто хочет прокачивать свои виджеты в более дешевом варианте. В целом я вам озвучил 3 основных пакета, которые я стабильно покупаю каждую неделю. Давайте вам еще раз их повторю. Первый – это еженедельный набор, преимущество недели, где я приобретаю ресурсы для снаряжения губернатора. И в очень редких случаях я беру карту преимущества недели талисмана губернатора. Следующий магазин – это сокровища ремесленника для получения раствора и сплава, необходимые для улучшения снаряжения губернатора. И третий вариант – это недельная карта фрагментов Кристалла Огня. Общая сумма получается порядка $18 в неделю. Мой личный совет по таймингу покупок. Старайтесь делать покупки в конце недели, в идеале в воскресенье. Почему это важно? Поясняю на примере. Завтра, допустим, стартует новое событие – фестиваль детских воспоминаний. Я обязательно сниму по нему ролик, но уверен уже сейчас, если я приобрету свои еженедельные пакеты именно завтра, то смогу получить дополнительные награды в рамках этого события. Администрация это делает специально. Они часто запускают новые ивенты под конец недели, чтобы игроки поторопились купить все стандартные пакеты заранее, а потом в условиях нового события вынуждены будут донатить снова. Не попадайтесь в эту ловушку, планируйте с умом. Что касается других наборов, то, конечно, я буду донатить в мероприятия «Детские воспоминания». Я всегда это делаю в различных мероприятиях от администрации, покупая какой-то набор за $5, чтобы получить двойную награду. Но кто знает, что будет завтра в новом мероприятии. Увидим с вами уже совсем скоро. Помимо этого, я, конечно же, буду брать наборы в мероприятии «Драконий Тиран», так как если собрать все эти ивенты в кучу, то я смогу получить какой-то бонус, допустим, скин, так как я свои недельные бюджеты совмещу с мероприятием от администрации. И покупка наборов за эту неделю и следующую позволит сделать это. Не забываю я про мероприятия «Хижина Мии», «Морозное сокровище» и другие различные мероприятия, где за покупку минимального набора мы можем получить награды. Что касается мероприятия «Несметный базар», показать я вам сейчас его, к сожалению, не могу, так как он сейчас не проходит, то я его игнорирую. Он не входит в мой бюджет, за все время игры я приобретал наборы в нем пару раз, так как пересекался с другим мероприятием, где за покупку наборов на базаре я мог получать дополнительные награды в другом мероприятии. Вот и в целом все, что я вам хотел рассказать сегодня. Надеюсь, кому-то из вас поможет данная информация и поможет вам в развитии. Я вам посоветовал свой вариант доната, но вы должны понимать. Первое. Все зависит от поколения. Чем выше поколение, тем лучше наборы. Второе. Я выбрал для себя такой вариант доната. У вас он может отличаться, так как в первую очередь у меня приоритет прокачка снаряжения губернатора и Кристалла Огня, и все, что с ним связано. Ну и, конечно же, мифрил, который я беру в Драконьем Тиране. Варианты с камнями эссенции, компонентами опыта и фрагментов героя и питомцев я пропускаю, так как я их могу получить в небольшом количестве в различных мероприятиях, и мне этого достаточно. На этом у меня все. Я надеюсь, информация была полезной, помогла вам определиться, куда действительно стоит вкладываться, а где лучше сэкономить. И как я вам говорил ранее, до 1000 подписчиков в Телеграме остается совсем чуть-чуть, и сразу же после этого мы запускаем розыгрыш сертификатов с донатом. Если вы никогда не донатили, это может стать отличным стартом, а если вы донатите регулярно, так почему бы не получить игровой бонус бесплатно? И не забывайте, до 2000 на Ютубе рукой подать. И там тоже будет розыгрыш с крутыми призами. Так что поддержите канал, подпишитесь, расскажите друзьям, и, возможно, именно вы станете одним из победителей. До встречи в следующих видео, и удачи вам в игре и в розыгрышах. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.